В Лондоне состоялась премьера пятого поколения флагманского внедорожника Range Rover. Несмотря на то, что пятое поколение серии L460 похоже на уходящую модель L405, это абсолютно новый внедорожник с новой модульной архитектурой кузова. Range Rover получил совершенно новые шасси, флагманский турбомотор от BMW и 7-местный салон. Но это далеко не все изменения, которые получил внедорожник. Из этого видео вы узнаете все детали и подробности о новом Range Rover пятого поколения. Range Rover четвертой генерации продержался на конвейере больше 9 лет. Дебют внедорожника состоялся на парижском автосалоне в 2012 году. При этом даже сегодня машина не выглядит устаревшей. В дизайне нового Range Rover революции не произошло. В экстерьере отчетливо прослеживаются фирменные черты внедорожника, но стилистика стала еще утонченнее. Автомобиль словно весь состоит из гладких поверхностей. Все переходы элементов друг в друга едва заметны. Плавные формы, накладки под днищем и активные заслонки для охлаждения тормозов сделали новый Range Rover самым аэродинамически эффективным премиальным внедорожником в мире. Коэффициент лобового сопротивления составляет 0,3. Профиль автомобиля классический, а самое заметное отличие от предшественника – это утопленные ручки дверей. Впервые в истории модели Range Rover примерил 23-дюймовые диски, при этом они не тяжелее более меньших вариантов. Также наиболее заметно изменился дизайн кормы, но составная багажная дверь с электроприводом верхней и нижней створок сохранилась. Более того, сервоприводом оснащаются все боковые двери. Механизмы работают на уклоне до 10 градусов, имеют защиту от защемления и ультразвуковые датчики, позволяющие рассчитывать безопасный угол открытия. А закрыть водительскую дверь можно нажатием педали тормоза. Вертикальные задние фонари скрыты сплошной черной глянцевой панелью. Новые диодные фары, так же как и у нового S-класса, имеют миллионы микрозеркал, которые формируют световой пучок, а также могут рисовать подсказки на дороге. Такие прожекторы бьют на 500 метров и завязаны на навигационную систему, чтобы превентивно менять режим работы в поворотах. Также есть круговое освещение для маневрирования в темноте. Иллюминация вокруг всего автомобиля может работать на скорости до 15 км в час. В основу пятого поколения легла новейшая модульная платформа MLA Flex, на которой будут построены практически все будущие модели концерна Jaguar Land Rover. Она рассчитана на продольное расположение двигателя внутреннего сгорания и электрификацию. Жесткость нового алюминиевого кузова удалось увеличить на 50%. Как и прежде, Range Rover предложен в двух вариантах, причем оба стали на 53 мм длиннее прежних машин, а колесная база выросла на 75 мм. Исполнение лонг на 200 мм длиннее. Как и прежде, вся прибавка пришлась на колесную базу. При этом внедорожник стал на 35 мм выше, 1870 мм в стандартном положении подвески. Основные особенности новой платформы – это пятирычажная задняя подвеска с возможностью подруливания, впервые использованная на автомобилях Land Rover, и активные стабилизаторы поперечной устойчивости с электроприводом вместо гидравлики. Модель получила новую 48-вольтовую электрическую систему подавления кренов, работающую эффективнее и быстрее прошлой гидравлической и создающую противодействующий крену момент до 1400 ньютонов. Пневмостоки обладают самыми большими камерами в сегменте и работают вместе с двухклапанными активными амортизаторами Bilstein. Отдельно регулируется усилие нажатия и отбоя. Кроме того, при работе пневмостоек и регулировки характеристик их жесткости теперь используются навигационные данные, которые передают в блок управления шасси информацию о состоянии дороги впереди автомобиля, а та в свою очередь подбирает оптимальные настройки подвески. Дорожный просвет в стандартном положении пневмоподвески 160 мм. На парковке он уменьшается до 110 мм, а на бездорожье его можно увеличить до 235 мм. В самом высоком режиме клиренс составляет 295 мм. Задние колеса могут отклоняться электроприводом на угол до 7,3 градусов. На малых скоростях в сторону противоположно передним колесам, а на скоростях свыше 50 км в час в одну сторону, что повышает устойчивость машины. Подруливающая задняя ось позволила добиться радиуса разворота всего в 11 метров. Это лучший показатель для всех ныне выпускаемых Range Rover. Интерьер Range Rover всегда был образцом в классе люксовых внедорожников.
Но новинка сделала еще шаг вперед. Вместо шайбы селектора трансмиссии теперь установлен крупный джойстик из металла и кожи, как на Jaguar F-Pace. Справа от него шайба системы Terrain Response 2 и кнопка включения пониженной передачи. У руля две толстые спицы с сенсорными кнопками, а ниже горизонтальная перемычка. Впервые в автопроме прямо в подголовнике встроены динамики системы активного шумоподавления. Они есть и в передних, и в задних сиденьях. При этом у аудиосистемы Meridian есть еще 35 основных динамиков, и все они участвуют в создании тишины. Датчики и микрофоны снаружи автомобиля отслеживают вибрацию, шум колес и звуки двигателя. Система передает в салон сигнал в противофазе, и так гасятся все шумы. Новая платформа подразумевает и новую электронику. Архитектура EVO 2.0 позволяет обновлять софт без посещения дилера. Получать обновления через интернет может не только мультимедийная система, но и программы для примерно 70 электронных модулей в автомобиле. Штатное головное устройство имеет изогнутый экран диагональю 13,1 дюйма с виброотдачей при нажатии. Под ним расположен блок климат-контроля с аналоговыми рукоятками. Приборный экран имеет диагональ 13,7 дюйма и проекционный дисплей. А в салонное зеркало встроен экран, на который передается изображение задней камеры. Она установлена в одном из двух плавников на крыше. Уже в базовой комплектации есть 4-зонный климат-контроль с отдельным кондиционером и обогревателем для задней части салона. Range Rover можно будет заказать с дорогой тканевой обивкой салона, а также с полуанилиновой или полностью анилиновой кожей. На втором ряду предусмотрены два экрана по 11,4 дюйма с разъемами HDMI, а у машин с электроприводом задних сидений есть и 8-дюймовый тачскрин в центральном подлокотнике. На выбор предложен 5-местный и 4-местный вариант салона, причем расстояние между рядами увеличено на 20 мм. Раздельные задние кресла в стандартном исполнении имеют регулировку угла наклона спинки в диапазоне 16 градусов, а сиденье с электроприводом позволяет принять полулежачее положение. Еще Range Rover впервые обзавелся 7-местной версией. Третий ряд можно заказать только для длиннобазной машины. Он установлен на 41 мм выше сидений второго ряда, рассчитан на взрослых пассажиров, имеет обогрев и электропривод складывания. Объем багажника за третьим рядом 312 литров. У двухрядных машин отсек вмещает 1061 литр у длинной базы или 818 литров у короткой базы. Полка может иметь электропривод подъема, а еще предусмотрен разделитель, который крепится к полу и может использоваться в качестве спинки во время отдыха на пикнике. Топ-версия Signature Suite имеет раздельные задние сиденья с электроприводом и массажем, массивный центральный тоннель и раскладные столики с электроприводом. А еще есть Range Rover SV с особой отделкой салона и керамическими декоративными элементами. Самая дорогая медиасистема Meridian Signature имеет 35 динамиков, мощностью 1600 Вт и развитую систему активного шумоподавления в салоне. Range Rover SV с 4-местным салоном Signature Suite будет доступен в двух вариациях дизайна и двух вариантах колесной базы. На российском рынке новый Range Rover будет представлен в трех версиях. Две из них с рядным 6-цилиндровым турбодизелем 3 литра. У начальной модификации D250 этот мотор выдает 249 лошадиных сил и 600 ньютон-метров. А у версии D350 отдача составляет 350 лошадиных сил и 700 ньютон-метров. Время разгона до сотни 8,3 секунды и 6,1 секунды соответственно. На вершине гаммы расположилась версия P530 с бензиновым турбомотором V8, 4,4 литра мощностью 530 лошадиных сил и 750 ньютон-метров. Такой Range Rover разгоняется до сотни за 4,6 секунды. Новая восьмерка имеет алюминиевый блок с плазменным напылением цилиндров, пару двухвитковых турбокомпрессоров с керамическими подшипниками качения и жидкостные интеркулеры. А поддон Картера с развитой системой перегородок позволяет мотору работать на уклоне до 45 градусов без угрозы масляного голодания. Это покупной двигатель BMW N63, знакомый нам по кроссоверам X5 и X7 с индексом M50i. Как и прежде, все версии имеют 8-ступенчатый автомат фирмы ZF и двухступенчатую раздатку. В базе есть электронно управляемый задний межколесный дифференциал. От постоянного полного привода отказались в пользу трансмиссии с многодисковой муфтой подключения передней оси. При движении на скорости от 35 до 160 км в час муфта размыкается. Это уменьшило расход топлива на 30% по сравнению с прежней моделью.
Система Train Response 2 позволяет выбирать один из 6 пресетов для электроники, управляющей двигателем, трансмиссией, системой полного привода и стабилизацией. Есть и индивидуальный режим. В нем водитель может собрать пресет по собственным предпочтениям. Заявлено, что внедорожник сможет преодолевать брод глубиной 900 мм и подъем крутизной 45 градусов. На других рынках появится заряжаемый от сети гибрид PHEV. Это рядный мотор 3 литра в двух версиях на 440 и 510 сил, а также батареи на 38,2 кВт-час. На ней можно проехать 100 км без запуска ДВС. А в 2024 году Range Rover выйдет впервые в полностью электрической модификации. Компанию обычным комплектациям SE, HSE и автобиографии в первый год производства составит лимитированная серия First Edition с 5-местным салоном при любой базе и с возможностью выбрать эксклюзивный цвет кузова Sensed Gold. Прием заказов на модель в России откроется в начале 2022 года. Продажи стартуют весной. А летом на нашем рынке появится более роскошный вариант SV. Российские цены на новый Range Rover пока не сформированы, но в качестве ориентира можно взять стартовый британский прайс. Это около 9 миллионов рублей. Как вам новый Range Rover? И как вы считаете, сколько будет стоить новинка в России, если предыдущее поколение стоит от 7,5 миллионов рублей? Поделитесь своим мнением в комментариях. Также не забывайте подписываться на канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео и быть в курсе последних событий автоиндустрии.